Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Я сегодня представляю общественное объединение Waterfront Safe. И сегодня расскажу немного о текущих проблемах и прибрежных конфликтах Санкт-Петербурга в пределах дамбо-защитных сооружений КЗС. Ну, собственно, на предыдущих мероприятиях мои коллеги уже рассказали о южном береге Финского залива, о северном береге и конфликтах, которые происходят там, немножко о Ленобласти. Ну, вот сегодня я вас полный пробел и расскажу то, что происходит на побережье Невской губы, на территории Санкт-Петербурга. Ну, вот, собственно, сейчас видите перед собой карту береговых конфликтов, практически всех, которые у нас имеют место быть в городе. Я сейчас их немного охарактеризую, о некоторых из них расскажу, конечно, не о всех, а затем расскажу, попытаюсь сказать, почему так происходит, собственно, какие инструменты есть у нас для системного планирования берегов, как они используются в других странах и почему у нас они не применяются. Значит, ну вот перед собой вы видите почти больше десятка конфликтов. Те, кто петербуржцы, ну, наверняка о многих о них знают. Вот. И, собственно, все эти конфликты можно разделить на несколько категорий. В основном они затрагивают береговые полосы в части пляжей, даже в черте города. Другие касаются намывных масштабных территорий. Третьи касаются зеленых полос, за которые жители борются против транспортной инфраструктуры. И еще одна категория проблем, о которой хочется сказать, это несоответствие планировочной документации с текущим состоянием дел. Вот. Это касается, например, вот первой территории, которую я бы хотела сказать, это Янтарный пляж. Вот я на него мышкой показываю. Собственно, там ситуация такая, что пляж существует, надводная территория, да, он существует с большим количеством песка и, собственно, вполне себе отдыхоспособный, что называется, вот, но его нельзя, собственно, официально оформить, ровно потому что там территория не воды, прошу прощения, не земли, а воды, да, и разночтение планировочной документации вносит разные проблемы, не позволяет местной администрации убирать пляж, хотя им активно пользуются, особенно в летнее время. Дальше у нас идет, если мы двигаемся по побережью в сторону города, мы вот видим проблему со Стрельнинским пляжем. Вообще наше южное побережье характеризуется тем, я имею в виду черты города, что мало где у нас у горожан есть выход к воде. Если на северном берегу он у нас исторически носит курортный, рекреационный характер, и вот девушки до меня рассказывали о нем, то южный берег у нас он такой дворцово-индустриальный, то есть там много у нас, собственно, парков дворцовых, которые тоже закрывают выход к воде. И дальше, собственно, Ломоносова начинается практически вся промышленная территория. Вот. И плюс еще несколько заказников южного побережья Невской губы из нескольких частей, которые тоже, собственно, которые предназначены не для рекреации, да, и, собственно, там камыши и плавни, которые предназначены для природоохранных целей, вот, и, собственно, выйти горожанам к воде на южном берегу негде. И вот несколько мест есть на территории Стрельня, которые 7 лет назад, собственно,
пытались благоустроить, даже выделили бюджет, но дальше так дело не пошло, и сейчас местные депутаты в прошлом году делали инспекцию этих территорий, и там кроме замусоренной территории и остатков так называемого благоустройства, вот, ничего нет. Более того, рядом напротив Стрельнинского пляжа 10 лет назад планировался их заказник, морской заказник, который имел своего двойника на другом побережье, напротив Сестрорецка. Но если около Сестрорецка этот заказник магическим образом трансформировался через 5 лет в планы большого надводного острова, который, слава богу, не реализовался, и Аня Шишпанова до меня об этом рассказывала, то вот планы морского заказника у Стрельны тоже вместе с этими планами пропали в туне, хотя есть большое экологическое обследование на сайте дирекции ОПТ, вот, и ну, есть шансы все это возобновить, но, к сожалению, нужно, чтобы кто-то этим занимался. Вот, собственно, дальше я коснусь юго-западного побережья, перейду вот ближе к центру уже, как раз и расскажу о нашем районе, о Красносельском, это юго-запад, собственно, откуда, где родилось наше общественное объединение. Вот. И ровно из прибрежного конфликта, собственно, так называемого жемчужного пляжа, собственно, кто из Петербурга знает, что Красносельский район очень долго не имел своего побережья, выхода к морю, собственно, и с 70-х годов вся эта территория была покрыта болотами, и никто даже не думал, не гадал, что вот буквально через 30 лет у нас здесь будет роскошный пляж, и за него нужно будет бороться, ровно потому, что застройкой Балтийского жемчужного микрорайона организовался этот выход, и сейчас Дудерговский канал у нас выходит в Финский залив и делит побережье Красносельского района на две равные части, почти 2-километровые. Вот. Слева находится большая песчаная полоса. Я даже вот о нем сейчас уже рассказываю, так что перейду сразу к слайдам. Вот этот пляж жемчужный, который я рассказываю. И вот перед вами территория, которая была до 2019 года, нетронутая вот прямо, да, собственно, а справа наверху вы видите, как ее разрезала дорожная инфраструктура в 2019 году, вот, к вящему удивлению всех жителей, когда был построен забор, и было объявлено, что через 2 месяца будут слушания, но дорога уже начала строиться. И к публичным слушаниям, вот видите, тоже уже работающий экскаватор, это все еще происходит до публичных слушаний, до формального одобрения горожан. Вот. И на публичных слушаниях в 2019 году организовалась инициативная группа, практически все местные паблики, районные в социальных сетях подключились, были проведены переговоры с муниципальным советом, с районом, и, собственно, на публичных слушаниях, на самих жители выступили такой консолидированной силой, вместе с муниципальными депутатами, с администрацией района, сказали нет вот этому проекту дороги в море, которая была, собственно, построена и спроектирована по устаревшему генеральному плану 70-х годов, которые предусматривали раньше на нашем месте намыв еще на несколько километров в залив. Но с введением в 2011 году дамбы комплекса защитных сооружений, в 2011 году планы на намыв юго-западный прекратили свое существование, но остались наводные планы в отношении Васильевского острова. Я о нем дальше расскажу. А сейчас закончу с нашим кейсом. Прошло 2 года. Год ничего правительство не реагировало на наше обращение. Много было написано писем и много сделано разных акций с жителями.
вот, от пикетов до митингов, вот, до фестиваля даже гражданского на берегу, вот, но тем не менее только через год правительство выступило с заявлением, что оно готово провести переговоры с застройщиком и изменить, попросить его, поскольку это частная территория в аренде отдана, попросить застройщика изменить трассировку дороги и сделать ее не в море, как вы видите, да, и вот на этом слайде. Вот видите, что прям выходит в море, большой ролик на нашем сайте. Вот. И сейчас буквально со дня на день до 25 марта должны пройти повторное публичное слушание. Вот. И мы ожидаем, что нам представит подрядчик и Балтийская жемчужина, чем все это закончится. Так что вот будем надеяться, что все кончится хорошо. По крайней мере, нам это обещали. Дальше я перехожу к следующему объекту, опять же, на этой же территории юго-запада. Теперь перехожу к правой части от Додерговского канала на территорию устья речки Красненькой, которая разделяет промышленную территорию, вот вы видите, Градирни, уже промышленной зоны, за которой начинается портовые сооружения, вот, и жилую застройку слева. А вот посередине вся эта зеленая зона, вот, это 34-гектарная большая зеленая территория, возникшая на намывных землях, которую 20 лет никто не трогал. И все, что там выросло в устье, в эстуарии, собственно, это вот заслуга природы. И некоторое время назад, в 2017 году, дирекция особо охраняемых территорий обратила внимание на эту территорию по обращению горожан, экспертов, экологов, и было проведено экологическое обследование этой территории для включения ее в список ОПТ. Вот. Но там действительно было... Ну, вот экологи, которые видели эту территорию 20 лет назад, говорили, что это чудо, что с территории произошло. Но, тем не менее, этого чуда не хватило для того, чтобы ее рекомендовали включить в ОПТ, но только из-за того, что окружающая среда, которая справа и слева, не позволит сохранить статус ОПТ и оставить эту территорию в покое. Вот, поэтому было рекомендовано сделать из этой территории парковую зону, вот, причем природную, да, вот, несмотря на то, что там найдено несколько краснокнижных растений и очень много краснокнижных птиц, перелетных в основном, вот, собственно, и вот тогда включились жители, вот, и обратились к администрации с просьбой сделать там парк. И администрация района обратилась к администрации города, и город даже выделил финансы на реализацию этого проекта природного парка. Вот. В 2020 году были выделены финансы, вот, но, к сожалению, через какое-то время они были отозваны, а тем временем на правую сторону устья, вот вы видите, картинку я показываю вот с Градирни, вот вы видите то, что было в 2019 году, да, видите, какая вся зеленая зона, а в 2020 вот уже выросли вот такие горы строительного мусора, куда, собственно, которые выросли из-за несанкционированного своза вот, строительного щебня и мусора с местных строек. Вот, и там, собственно, как жители не боролись, в общем-то, так и не обращались вплоть до прокуратуры, собственно, да, были возбуждены какие-то уголовные дела там на миллиарды рублей, но, к сожалению, мусор поныне там, вот, и история с парком, она тоже приостановлена. Вот. Более того, эту территорию понятным образом именно из согласования разных органов комитетом по имуществу была разрезана на разные участки. Вот, и вот внизу видите участок парковки, парковочный почти полгектара, это взгляд с дома рядом, да, то есть это на самом деле очень большая территория, это парковка на больше, чем
автомашин, она была заасфальтирована, вот, прям буквально недалеко от и местного озерца, который, собственно, вот, поддерживает эту водную систему в устье речки. И, в общем, ситуация кончилась тем, что как бы человеку отказали в аренде после того, как он уже все построил, да, вот, и получилось так, что и жителей комитет не удовлетворил, и испортил территорию, и пострадал еще гражданин, который вложил свои средства. Вот такая история происходит у нас на этой территории. Повторюсь, это 34 гектара, очень большая территория, она очень важна для города, прошу прощения, для района, потому что вот ровно за ней начинается огромный жилой квартал, да, и тут даже санитарная, это одновременно и санитарная зона, которая отделяет вот промышленную застройку, и одновременно очень привлекательное место, несмотря вот на все ее такое индустриальное соседство. Поверьте мне, это вот мы там много гуляли, обследовали, фотофиксировали, и даже жители сделали несколько проектов, привлекая архитекторов, и не только российских. Вот. Дальше я буду убыстряться. Значит, это еще одна территория, которая находится между Жемчужным пляжем, о котором только что говорила, и между речкой Красненькой. Вот, так называемый Балтийский бульвар, на территории которого тоже после того, как построили вот эти дома, которые вы видите вот в углу, она буквально построена несколько лет назад, вся эта территория была просто заброшена, и вот на территории, на которой тоже 20 лет, за 20 лет выросли вот эти деревья, которые видите на берегу, гряда целая на насыпи. Это тоже вид сверху, они достаточно огромные, там по 20-30 метров высоты, тоже вид сверху. Вот. Но тоже жители обратились к администрации, чтобы там сделали линейный парк, да, поскольку это само напрашивается. Администрация тоже пошла навстречу, тоже был организован там тендер, куда выбрали. К сожалению, по нашим российским законам выиграл тендер человек, который совершенно не имел опыта ни проектирования, ни тем более ландшафтного проектирования. Такое, к сожалению, возможно у нас. Вот, когда делается без архитектурного конкурса, без архитектурного проекта, вот, организовывался тендер, я имею в виду. Вот. И проект, к сожалению, не устроил ни жителей, ни администрацию. Вот, долгая история, вот, сколько было снято сюжетов, видео новостных, и сколько было статей написано, в общем, это целая детективная история. Но в результате в течение всех этих событий, тем не менее, гряду деревьев, которые вы видите, ее вырубили, вот, к сожалению. Вот, и сейчас мы потеряли и деревья, и парк не получили. Это тоже история еще будет продолжаться, и мы тоже надеемся на более-менее благополучный исход. Вот, но вот такая история. Дальше мы двигаемся дальше от территории речки Красненькой, дальше от юго-запада к Кировскому району, до территории Петербургского мясного терминала. И здесь вы видите сама территория терминала, она находится прямо за градированием, которые были на предыдущем слайде речки Красненькой. И вот этот слайд, он сделан со стороны жилого района уже. Вот здесь вот речка Красненькая находится, устье, а вот здесь уже угол Казакова и Балтийского бульвара, кто знает. Собственно, это вот угловая точка, куда мы смотрим на залив и в сторону города. Вот это вот цистерны Петербургского мясного терминала, это фрагмент сделан в шторм в октябрьский, очень сильный, который там раз в год периодически застает наш район. И вы видите, что вот волны там достаточно, тот был достаточно сильный шторм. Вот они практически заходят на дамбу, вот, и
Ну, достаточно опасная ситуация, поскольку дамба там не поддерживается, а рядом Петербургский нефтяной терминал и угроза разливов, конечно, очень беспокоит и жителей, но больше всего их беспокоит, конечно, запахи, которые в ветреную погоду, ну, собственно, бывают достаточно чувствительны. И сейчас проект вот, ПНТ, он получил статус инвестиционного проекта, насколько я понимаю, и не столько расширяется, а увеличивает свои мощности. То есть они меняют оборудование, как они говорят, и устанавливают более мощные перевалочные цистерны, которые увеличат грузооборот порта в несколько раз. Вот. Все это, конечно, вызывает беспокойность жителей, и вы видите, насколько близко стоит застройка, вот жилая застройка, она сделана со стороны вот ПНТ, вот все это можно видеть. И вот, собственно, внизу тоже это сделан кадр страны местного яхт-клуба, и вот они цистерны, видите, да, а вот жилая застройка, там расстояние между ними порядка 1 километра. Вот, и вот вы видите перелетных птиц, которые у нас как бы летят на речку Красненькая, вот ПНТ, конечно. Вот тоже стадия непонятная. И плюс еще я просто быстро упомяну, что у нас уже несколько десятилетий идет разговор о переносе портовых территорий промышленных из города за черту города. У нас появилось много портов, территории которых можно расширить, да, и не использовать ценные вот такие прибрежные территории в городе для вот таких опасных перевалочных занятий. Вот. Поэтому очень жаль, что разговоры идут о переносе порта, как во всех, собственно, странах, да, когда все порты либо переносятся, либо переоборудуются по другие функции. Но вот у нас все происходит так. Тоже в подвижном состоянии ситуации, что будет дальше, непонятно. Дальше я перехожу уже дальше к Васильевскому острову, и вы видите уже устье реки Смоленки, вот, где, собственно, вот этот маленький кусочек зеленый, из-за которого разгорелся большой прибрежный конфликт, он еще, ну, поскольку у нас все, если кто не знает, у нас практически в городской черте все выходы к воде, все городские набережные, они все забетонированы, они все в граните, что называется. Нет ни одного места, где был бы живой берег с живой растительностью и с живыми экосистемами. И вот это единственный кусочек, который по разным причинам он остался, и сейчас вот вдалеке вы видите транспортную инфраструктуру, и вот внизу на слайде тоже вот эту трассу планируют расширить, и вот эта территория зеленая вот с другого ракурса. Вот ее прям по ней пытаются, собственно, опять проложить дорогу и уничтожить эту единственную зелень, которая осталась. За нее жители активно борются, как видите, сделали сами, заказали проект вместе с муниципальными депутатами, еще с группой активистов. Вот. И, собственно, делают там свои соседские акции, всячески за него борются, поскольку вот на Васильевском острове, к которому относится эта территория, ну, наблюдается не просто дефицит зеленых мест, а такая единственная береговая территория, она фактически ну, уникальна, и естественно, что жители хотят ее сохранить. Тоже в подвижном состоянии проект, вот, чем кончится, непонятно. Жители сделали петицию, вот вы здесь видите. Дальше двигаемся тоже в сторону центра. Это вот территории под названием Ключково-Буян, публичный парк или судебный квартал. Собственно, все территории это знают, она находится в самом-самом центре Петербурга, в центре некуда, напротив стрелки Васильевского острова, Эрмитажа и, в общем, все, что мы так любим и ценим. Вот. И, собственно, много лет на этой территории находился НИИ с каким-то химическим назначением. Вот. И, собственно, когда 7 лет назад встал вопрос о приспособлении этой территории под какие-то другие нужды, собственно, конечно, жители опять же выступили за создание парковой территории на берегу именно из-за нехватки вот таких зеленых мест именно в исторической части города. И изначально
город поддержал эту идею, вот, и какое-то время назад был объявлен международный конкурс, и, собственно, маститые, именитые мировые архитекторы приезжали в Петербург, собственно, порядка 10 проектов было предложено в сотрудничестве с зарубежными российскими архитекторами. Все они были посвящены парку, вот, и театру танца Бориса Эйфмана, ну, собственно, который там планировался оставить, а основную застройку судебного квартала здания Верховного суда, который изначально здесь предлагали разместить, ну вот, поскольку жители высказали против, была возможность остановиться на парке вместе с театром и перенести судебный квартал в другое место. Но опять же, буквально месяц назад мы узнаем, что вот видите на картинке вот справа начинается застройка и под фундаменты именно судебного квартала, никак не парка. Вот слева и справа вы видите проекты парковой зоны, вверху вот вы видите вот то, что уже, видите, фундамент никак не под парковую зону. Вот. И опять сейчас идет волнение, вот, собственно, опять жители обращаются чуть ли не до президента, просят отставки губернатора в связи с тем, что вот вроде как сначала обещали же горожанам, а теперь вот делают, не сказавши никому, опять вот не зеленая зона, а что-то другое. Вот опять проект в подвешенном состоянии. Двигаюсь дальше. Это территория янтарного пляжа Ломоносова, который только что упоминала, вернее, вначале упоминала. Вот как раз внизу фрагмент генплана, это когда я говорила, что территория фактически существует, вы ее вот можете наблюдать, да, вот, но по генплану это территория воды, вот видите, да, акватория. То есть фактически, ну, все остальное происходит именно от этого. Эта территория пользуется большой популярностью, даже вот вы видите, на ней проводят художественные акции команда международного Цифрон, собственно, который вот пригласил голландских художников, они сделали вот такую насыпную дюну, оранжевую дюну, они так ее назвали, вот, и вот вы видите здесь, собственно, вот фрагмент этой инсталляции, вот, все это сделано с поддержкой местных жителей для того, чтобы сохранить пляж. Ну, интенция такая, что мы за пляж, а не за очередную индустриальную постройку, потому что вот рядом с соседним слева, вы видите, там дальше портовые территории, и, конечно, много, собственно, предприятий претендует на эту территорию, важную для жителей, собственно, вот тоже, чем кончится история, непонятно. Дальше вот я упоминаю, конечно, самую большую надувную стройку в городе, это северный Мамут-Атлийского острова, 240 гектар. Вот, и вот вы видите на верхнем слайде, это вот след от намывных территорий, как бы, в то время, когда намывали вот эту часть как бы Васильевского острова. Сейчас вот планируется к намыву вот эта часть, 240 гектаров, это очень большая территория. И, конечно, собственно, имея в виду те намывные территории, о которых говорила уже Аня в своем докладе про Северный берег, так называемый залив островов, и другие проекты, конечно, это, несмотря на то, что эта территория к намыву была запланирована очень давно, вот, но жители сейчас требуют корректировки, изменения планов, и даже вот увидите, я привела ответ, экспертный ответ и аналитическую записку комплекса защитных сооружений нашей дамбы, руководство которое не прямым текстом вот говорит, что дальнейшие планы на территории несут риск затопления всему городу и, собственно, просят правительство отказаться от этих планов. Вот. Но, к сожалению, там задействован крупный застройщик, и чем это кончится, тоже опять непонятно. Вот. А все вот на картинке слева вы видите все планы по намывам, которые в городе у нас запланированы. Вот. Дальше я двигаюсь, не могу не сказать о наших юго-западных очистных сооружениях. Это тоже вот относится к нашему Пресненскому району. И
Вот, собственно, тут видно на слайде, что, кстати, обрезал немножко. Ну вот здесь вот наверху, здесь уже виден залив, вот, то есть юго-западная Чесны находится у нас, ну, в нескольких километрах от береговой зоны и связана с ней рекой Сосновкой. Вот. Почему я решила о нем сказать? Потому что вот вы видите на картинке группу товарищей. Это буквально несколько месяцев назад наша группа муниципальных депутатов-активистов по многочисленным обращениям граждан посетила вот эту станцию. Водоканал дал разрешение. Все это произошло ровно потому что ну, жители собственно, близлежащих районов мы просто завалили муниципальных депутатов жалобами на запахи, причем на два рода запахов, на аммиачные запахи, которые идут вот от станции, и запахи от, как они предполагают, от завода по горению иловых остатков. Существует, собственно, при станции такой завод, который вот иловые отложения, которые сводятся сюда со всего города, они, собственно, вот кремируются, и есть подозрение у жителей, что запахи исходят именно от этого предприятия, потому что они происходят с определенной регулярностью. Вот. И вот наши муниципальные депутаты вместе там с Белоной, они, собственно, внизу видите статью, которая вышла по результатам этого посещения, выяснилось, что ну, в неформальном общении, что вот менеджмент очистных сооружений говорит о том, что да, у них есть, я вот расскажу так, чисто так поверхностно, что есть некоторые приемные сооружения, которые можно было просто сделать закрытыми, собственно, и предотвратить, возможно, запах, который беспокоит жителей, что касательно аммиачных запахов. И, собственно, вероятно, завод по сжиганию иловых остатков тоже, поскольку ему уже почти 16 лет, на тот момент, когда он строился, он был ну, передовым в своем классе, то сейчас, конечно, возможно, все это как бы требует модернизации, скорее всего, и, собственно, несколько экспертов, экологов и химиков уже выступали, собственно, вот с претензией к этому дыму, который идет от сжигания фасадов, да, собственно. Вот такой конфликт на этой территории. Вот, и я тоже двигаюсь дальше. И фактически это, да, фактически это все конфликты, о которых я скажу подробно. Вот, остальные, ну вот нет времени, но вот они фактически вот повторяют друг друга, да, с меньшей или большей, ну, скажем так, масштабностью, что ли, да. Вот. И сейчас я хотела бы рассказать, а что же делать, как можно решать такие конфликты в городском планировании и, собственно, системно. Вот. Почему у нас как бы с равной долей похожести возникают такие конфликты, которые можно фактически разделить на конфликт с зеленой прибрежной полосой, да, когда люди хотят сохранить парк, да, вот, но у города другие планы. И когда у жителей хотят тоже сохранить природную зону, там песчаную, либо любую другую, но город тоже говорит, что нет, давайте здесь построим что-то. Вот. Есть несколько механизмов, я хочу упомянуть два, и первый из них не напрямую касается вот главного, собственно, главного инструмента, о котором я хотела бы рассказать подробнее, но сначала хочу упомянуть такой инструмент, как обустройство водного и планирование наших документов градостроительного проектирования под названием водно-зеленый городской каркас, или коротко ВЗГК. Почему я о нем говорю? Собственно, буквально несколько месяцев назад наш Минстрой вместе с международной организацией ландшафтных архитекторов они инициировали, собственно, создание градопланировочной документации вот такого инструмента создания
природного каркаса и градоэкологического, который бы позволял комплексно и системно подойти к природным территориям в черте города и области, имеется в виду Петербург как агломерация, вот, и создать вот кольцо из зеленых и водных зон, подойдя к этому вопросу не просто планировочно, но еще экологически, вот, что позволит, во-первых, более системно взглянуть на город с этой точки зрения, со стороны экологии, зелени и воды, и привлечь к этому горожан, поскольку этот этап требует масштабного парticipаторного участия. Вот, и здесь приведены виды инфраструктуры зеленой, которые вот, в международной практике характеризуют такой водно-зеленый городской каркас. Вот здесь вы видите, что называется water landscape инфраструктура, транспортную landscape вместе с зеленью. То есть это и дождевые воды, и, собственно, которые на данный момент, ну, только в крупных городах у нас очищаются, в Москве, Санкт-Петербурге, в остальных городах ливневая канализация, вот, с ней большие проблемы. Вот, и плюс в рамках этого каркаса рассматривается и состояние почв, и учета текущей зеленой инфраструктуры, которая у нас в городе ведется, и имеется в виду зеленые насаждения, общественного пользования, городские леса и прочее. То есть все это в комплексном рассмотрении имеет в виду вот такой каркас, который предлагает учесть документы градостроительного планирования и, собственно, от него отталкиваться при планировании других каких-то функций. Вот это один инструмент, а второй, вот, да, ну вот здесь просто коротко еще, вернее, схематично, что, как бы, из чего состоит так называемый водно-зеленый городской каркас. А вот эта вот схема, кстати, какое-то время назад наш НПЦ Генплана официально представлял программу, о которой я начала говорить, что вот Минстрой и ландшафтная организация инициировали такую программу. В нее вошли в качестве пилотов несколько городов: Казань, Краснодар, еще 2 города, и даже хотел Петербург войти, но, к сожалению, вот не вошел. И сейчас пилотные проекты разрабатываются в других городах, а вот схему Петербурга, которую вы видите, НПЦ Генплана представил на очередной конференции вот вместе с Минстроем, как бы предлагая, вот, как может выглядеть этот каркас, да, в черте агломерации городской. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что город как бы знает, какие инструменты могли бы быть, да, вот, но, к сожалению, пока еще у нас это приживется точно в ближайшие пятилетку, ну, очень сомневаюсь, что это будет реализовано. Дальше я хочу обратиться к другому инструменту системному, который может решить проблему природных территорий. И сейчас я упомяну не только зеленые зоны, а в первую очередь береговые зоны. И этот инструмент, как вы видите, вот он называется, если коротко, инструмент берегового планирования, а если полностью, он с названия Integrated Coastal Zone Management, вот, или Land Sea Interaction, взаимодействие суши и моря, вот, в рамках морского пространственного планирования или берегового пространственного планирования. Что это такое? Собственно, ну, во-первых, хочу сказать, что этот инструмент применяется во всем мире, и он основывается на понятии береговой зоны, как, я сейчас немножко, да, вот, хочу обратить ваше внимание на две нижних картинки. Этот документ, который я сейчас упоминаю, инструмент берегового планирования, основывается на понятии береговой зоны, вот схематично, который показан здесь. Как бы он говорит о том, что, вернее, рассматривает береговую зону не как полосу суши на 50 метров от уреза воды, как предполагает наш водный кодекс, да,
Вот. А как территорию, которая вмещает в себя акваторию, собственно, в не меньше 1 мили, это, собственно, почти 2 километра, вот если вы видите на картинке, и плюс еще территорию несколько километров суши. В основном это территория до границы муниципального образования на суше. И вот здесь представлены границы суши и моря, как они управляются на Балтике, у которых применяется уже этот инструмент. И вот вы видите, что муниципальное образование, вот видите, муниципал планинг, местный город или район, если это в регионе, имеет право планировать и береговую зону в акватории, и на суше. А у нас в России, как вы знаете, федеральная территория проходит по урезу воды, и все, что дальше от территории отлива, это федеральная земля, и, к сожалению, наш город не имеет права планировать территорию вглубь моря. Именно поэтому он не смотрит на проблему вот Нефтьской губы комплексно. Вот, и это очень жаль. Очень жаль, потому что вот все страны Балтики, вот вы видите на картинке слева, да, все, кроме России, они, собственно, внедряют практику морского пространства планирования и управления береговыми зонами. Вот. И с 2021 года по директиве стран Балтийского региона, вот, собственно, есть такой Baltic Sea Action Plan, вот, собственно, все балтийские страны должны уже не просто планировать такой инструмент, как береговое планирование и морское пространство планирования, но уже его и внедрять. И многие уже частично его внедрили, вот, и тестируют на разных участках побережьях. И вот первые 2 выпуска нашего берегового университета 13-20 декабря как раз были посвящены успешным кейсам такого планирования, взаимодействия суши и моря, LNC Action называется. Вот, и вы можете уже посмотреть их на нашем канале, это всех призывает это сделать. Да, и плюс еще у нас была отдельная лекция от Гидрометеорологического института, от, собственно, Дарья Тимошникова, преподаватель которого, собственно, делала нам целую лекцию по этому береговому управлению, как оно применяется на Средиземноморье, поскольку она там приходила, ну, имела счастье несколько лет поработать, получить докторскую диссертацию по этому предмету, и, собственно, как раз закончила нашу кафедру в этом Гидрометеорологическом университете, кафедра, собственно, так и называется, комплексное управление прибрежными зонами. К сожалению, кафедра существует, но где выпускники не имеют возможности практиковаться в России, поскольку у нас вот разные законодательные ограничения, о которых я вот уже упомянула, и то есть не позволяют применить вот эти знания, что очень жаль. Дальше я перейду вот более подробно скажу о границе, почему вот федеральной границы, да, почему у нас вот по урезу воды федеральная граница. Это исторически так сложилось, но какое-то время назад, и вот видите вверху плана устройства морских границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вот вы видите вверху небольшую заставку. Вот, это работа, аналитическая работа, которая была сделана для обоснования, собственно, ну, не передела границ, а возможности передачи федеральных границ в пределах Невской губы. Вот, собственно, как раз вот Кронштадтская дамба, она как раз кончается, она отграничивает Невскую губу, а, собственно, Финского залива. И вот по предложениям экспертного сообщества, вся эта территория Невской губы при возможном ее при возможных полномочиях города ей распоряжаться, повлечет за собой положительные изменения, как то она позволит городу и районам самостоятельно планировать и береговую зону, и, собственно, и морскую территорию.
И все то, что связано с морем, вот в пределах это судоходства, там, рыбную ловлю и экологическое состояние, осуществлять берегозащитные мероприятия. Вот еще тоже упомяну об этом. Буквально на первом нашем мероприятии 13 декабря из Института СИГИИ Дарья Ричук выступала и сделала большой доклад о состоянии берегов Финского залива со стороны геоэкологии, исследования которые как бы легли в основании генеральной схемы берегозащитных сооружений нашего города и сделанных для комитета по природопользованию нашего петербургского. Но разработки этой генеральной схемы не могут быть реализованы в данный момент, ровно потому что они затрагивают вот федеральную землю и границу вот города и, собственно, федеральной собственности, да, и как бы нам ни казалось, что это достаточно просто разрешимо, на уровне вот таких взаимодействий межсекторальных и межрегиональных, это, к сожалению, не так просто. Вот, я заканчиваю с границами, а вот справа вы видите как раз пример из зарубежной практики, из латвийского кейса Анды Рускули, который у нас выступала 20 декабря на Береговом университете и рассказывала про тестовое планирование Landsea Interaction в рамках вот европейского проекта Interreg. И этот проект показывает, ну, в данном случае, увидите, проект рекреационного, ну, перед этим проектом ставились рекреационные задачи планирования туристской деятельности на берегу. И вот вы видите, какая территория входит в область планирования. Это практически 10 километров, да, я не оговорилась, 10 километров вглубь суши, и видите, какая большая территория в море отдано под планирование в полномочия муниципалитета даже, можете себе представить, а не города. Вот. Так что вот какие инструменты существуют в балтийских странах. Вот. И более того, поскольку Петербург является частью большой Балтийской акватории, конечно, очень жаль, что Петербург и регион формально принимает в этом участие, но фактически шагов никаких не делает. И это очень жаль. Вот. И, конечно, идея проведения какого-то тестового такого планирования, как вы видите вот на слайде, который я только что показала, латвийском, да, был бы очень показателен. Вот. И, возможно, на нем можно было посмотреть, как это может работать, да, собственно, как могут взаимодействовать органы разные между собой. Потому что сейчас у нас еще вот эта береговая полоса, и вот, к сожалению, за нее не отвечает даже комитет по природопользованию. То есть он отдан в полномочия все мероприятия, которые происходят по благоустройству, по изменению в ее пределах, относятся как бы, если это благоустройство, то это к полномочиям комитета по благоустройству, который также не рассматривает ее как природную зону, а рассматривает ее как инфраструктуру дорожную. Ну, все мы знаем вот, недостатки нашего комитета по благоустройству, не буду распространяться. Вот, а то, что даже комитет по природопользованию не имеет влияния на, не может даже рекомендовать соседнему комитету соблюдать какие-то, собственно, предосторожности, касающиеся береговой зоны, как мы убедились, привлекая экспертов, как то, например, застройка, благоустройство пляжа должна быть на определенном расстоянии от, собственно, от авандюны. Значит, если это берегозащитное сооружение, то они должны проектироваться с привлечением экспертного сообщества, а никак не отданы в руки, собственно, организации
эксплуатирующих, которая никогда этого не делала, как это произошло с пляжем в Лисьем носу, когда за 58 миллионов рублей было сделано благоустройство, там Анна Шурфана об этом рассказывала, собственно, ну, это громкий скандал произошел, и, собственно, подрядчик, имея в виду, что он этим защитит пляж, он просто насыпал груду камней, отделив урез воды от песчаной территории, что повлекло за собой размыв пляжа. Вот, как бы размыв песка под вот этой каменной наброской. Сейчас пляж представляет себя из, если раньше он был достаточно полный песка, то сейчас там обнажилась глина, собственно, и, собственно, конечно, ущерб, мало того, что там все оборудование размыло, то там, собственно, еще и природная часть пострадала, и когда она становится, непонятно. Дальше вот, и что я хочу сказать. Поскольку эти конфликты длятся уже достаточно долго, и в активную фазу они перешли где-то как раз вот, так получилось, что синхронно где-то в 2019 году, потому что в этом году одновременно материализовался и конфликт на Жемчужном пляже, о котором я говорила, и последующие конфликты, о которых тоже я рассказывала, и одновременно возник как бы масштабный конфликт на территории области, порта Приморск, о котором тоже вот, коллеги-активисты рассказывали, правда, не так подробно, вот, ну, за недостатком времени. Но все мы знаем, что там прошла общественная экологическая экспертиза, это расширение порта УФК Приморск, и она была отрицательная, вот, и, но это не повлияло на, по крайней мере, сейчас на планы строительства порта, да, причем у порта там наличие большого заказника, вот, тоже не помешало государственной экологической экспертизе быть положительной, в отличие от общественной экспертизы. Так вот, одновременно как бы активизировался этот конфликт в порте Приморск. На южном берегу вдруг правительство решило, что там нужно построить зерновой терминал, бухта Батарейная. Это огромный мысл, который раньше был занят военными, но сейчас собственно, они его освободили, и из-за того, что долгое время к нему не было доступа, это роскошный песчаный мыс с огромной зеленой территорией. И, конечно, жители его очень ценят, и когда узнали, что там будет построен очередной порт, конечно, вот там тоже поднялась волна возмущения, и вроде как он сейчас в такой фазе, ну, стабильной, вроде как от него отказались, но в инвестиционных планах он все равно есть, поэтому активисты не расслабляются, вот. И резюмирую, то есть в одно и то же время активизировались на разных точках побережья Финского залива, в Санкт-Петербургской агломерации, вот разного рода идентичные конфликты, что как раз говорит о системности этой проблемы. И, конечно, то, что правительство никак не как бы, метод залатывания дыр, он малоэффективен. Вот. Что понимают уже даже активисты. И вот 25 октября прошлого года, прошу прощения, 25 марта прошлого года все активные граждане, вот эти прибрежные территории, о которых я вам только что рассказала, они собрались на День Балтийского моря. Петербург каждый год принимает такую экологическую конференцию «Экология большого города». В рамках нее проходит День Балтийского моря, в котором председательствует Фулком, насколько я понимаю, а Петербург просто является ежегодной гостевой площадкой. И, конечно, в рамках этого события, ну, вот делаются обзоры на мероприятия, которые проходят в Балтийском море, на его побережье, в том числе опыты балтийских стран, они транслируются, и, конечно, заинтересованные комитеты должны о них знать, но почему-то никаких действий не происходит. И вот 25 марта я продолжу, активисты все собрались вот на этом мероприятии афишу, которую вы видите, так мы ее назвали, почему учитываются ли интересы местных жителей при развитии прибрежных территорий, но это вопрос риторический, конечно, мы собрались все с тем, чтобы рассказать, как они не учитываются, и был записан 4-часовой зум, и по его результатам, собственно, было вот по сути
презентацию, кто хочет получить, потом можно потом увидеть оригинальную встречу, выступление активистов и, главное, резолюцию, которую активисты Петербурга и Ленобласти вот составили к правительству и города, и Ленобласти. Резолюция состояла из почти 25 пунктов, вот, они все опубликованы в интернет-газете «Белон», тоже они в сети есть. Вот, и по ссылке тоже их можно увидеть. Ну, коротко резюмирую, просто о чем эта резолюция, не буду все перечитывать. Коротко, конечно, у нас главная проблема о том, что, собственно, Россия не ратифицировала еще такую так называемую Орхусскую конвенцию, которая обеспечивает граждан экологической информацией, то есть обязана все органы предоставлять информацию нашим горожанам, и более того, у них есть право на общественный экологический мониторинг. Сейчас, к сожалению, это не исполняется. Вот, и данные, которые предоставляют все наши органы, Росприроднадзор, Росгидромет, они очень ученые, состоят из 3-4 показателей. Это, конечно, совершенно не характеризует состояние ни экологическое, ни моря, ни суши, ни почвы, ни воздуха и так далее. Вот. Дальше, собственно, речь идет о том, чтобы собственно, ну, тут даже есть практически конкретные предложения создать федеральный проект по оздоровлению Финского залива, да, и его берегов. Затем предложение, собственно, по организации общественно-экологического мониторинга, затем предложение по организации вот того инструмента морского пространственного планирования, берегового пространственного планирования, о котором я упомянула, затем изменить, поскольку все эти изменения и, собственно, влекут за собой, конечно, масштабные изменения в разных кодексах наших, водным, земельным, градостроительным и лесном, конечно, все это, тут большая, собственно, законотворческая работа, да, и я забыла упомянуть, что, конечно, главное вот в этом инструментарии, это, конечно, выделение береговой зоны в отдельный инструмент планирования. Вот с ее особенностью, с определением ее с подводным и надводным склоном, то есть с береговой и приводной территорией, в отдельный объект планирования. И даже несколько лет назад у нас был представлен комплексный закон о берегах, который не какой-то ноу-хау, этот закон существует в разных странах, особенно там, которые имеют вот такую особенность, не знаю, Испания, Италия, Португалия, у которых вся экономика связана, да, с берегами, и, конечно, у них, собственно, управление и законодательство в этой отрасли развито как ни у кого. Вот. Так вот, собственно, было предложение не просто о законе о берегах, а закона о морском пространственном планировании также был предложен в 2015 году, когда еще существовала структура регион развития, да, собственно, которая вот, была расформирована, и с расформированием, к сожалению, закон тоже пропал неизвестно куда. Вот. И, собственно, дальше я продвигаюсь и хочу сказать, что ну вот много пунктов очень полезных были отправлены как бы в правительство Петербурга и Ленобласти, и я хочу сказать, что мы даже получили ответ, но ответ, конечно, не утешительный, особенно постаралась Ленобласть. Ленобласть нам очень пространно, по-моему, на 5 листах написала, как она не может сделать то, что мы просим, да. Вот. Это очень показательно, но мы, собственно, утешаем себя мысли, что мы будем это делать постоянно напоминать, что это нужно делать. Вот. И, по крайней мере, таким образом мы доносим состояние дела и
общественное настроение вот в отношении тех проблем, которые существуют. Дальше вот по берегам, более того, наша группа инициативная по берегам сделала отдельные предложения по береговой зоне. Их тоже количеством около 13. Вот они все перед вами, на страницах я тоже коротко их перечислю, потому что это важно, поскольку у нас береговой университет, и даже тема наша всех 3 сессий названа «Береговое планирование». Вот, и поэтому я сейчас коротко главные, я уже заканчиваю, вот, главные темы, конечно, касаются, во-первых, правового статуса береговой зоны, да, что нужно обязательно ее определить и планировать ее вместе с частью акватории. Это обязательно. Затем разработать принципы и политику системного планирования, который вот в Балтийском регионе называют экосистемным подходом. Да? Это когда экологическая составляющая, социальная, экономическая существует в равной пропорции, но в отношении природных зон отдает приоритет экологическому подходу. И, собственно, такое экосистемное планирование, как правило, несет щадящий режим в отношении экологии Финского залива и его берегов. Вот. И, конечно, позволяет посмотреть вот на проблему комплекса, не просто на выгоды от застройки, да, очередной инфраструктуры или очередных апартов на берегу или очередного порта, а посмотреть, что в долговременной перспективе принесет больше пользы горожанам. Да? Вот. Дальше добиться, конечно, согласованности между текущими между интересантами текущих конфликтов, вот, фактически о тех, которые мы сейчас упомянули. А это, как правило, главные интересанты – это горожане. Вот, фактически во всех случаях, о которых я рассказала, конечно, главное лицо и возбудитель, собственно, волнения – это горожанин, у которого отнимают, собственно, естественно, его право на природу, на берег, на воду, на зелень. И это, конечно, не может... То есть ему не важно, его не волнует экономика, его волнует то, что вечно, к чему он имел доступ, и вдруг город у него это отбирает. И, конечно, это вызывает естественное возмущение. И очень жаль, что город, вот как вы видели во многих конфликтах, город не идет на активную фазу конфликта, да, он фактически все эти конфликты, которые сейчас упомянуты, они сейчас находятся в стадии такой стагнации, то есть город ничего не делает, работы прекратились, но мы ожидаем, что вот буквально в течение какого-то времени все это должно принять какой-то оборот положительный, отрицательный. Вот. Дальше важным моментом является то, что касается важного положения по поводу публичных слушаний. Как мы все знаем, все наши публичные слушания проходят постфактум. Да? Город, как правило, что-то планирует у себя там, не говоря никому, собственно, совещаясь только между собой. Затем он это даже, собственно, реализует проект планировки территории, сначала в генплане, потом ПЗЗ, потом в ППТ, затем дает, согласовывает все это с застройщиком, застройщик даже начинает строить, такое тоже бывает, и в нашем случае так и произошло, еще до публичных слушаний. Получается, что на публичные слушания люди приходят, по факту, собственно, поставлены перед фактом уже совершенного либо разрушение природной зоны, собственно, либо и невозможности вернуться назад, поскольку это уже не имеет смысла, да, вот. Либо в случае, когда, собственно, как вот в нашем произошло, даже все публичные слушания прошли с отрицательным результатом и все выступили против,
Вот, собственно, нам стоило больших усилий, чтобы, собственно, они были учтены хотя бы в части переделки проекта планировки территории и организации новых слушаний. То есть зачастую бывает так, что слушания, поскольку они носят рекомендательный характер, они не учитываются, и застройщик имеет полное основание, без, если нет какого-то общественного резонанса и конфликта, вышедшего на поверхность, во многих случаях происходит так, что застройщик делает так, как нужно ему. Вот. Дальше, то есть наше предложение было обязательного учета публичных слушаний. То есть вот то, что жители решили с экспертами на публичных слушаниях, это должно быть как минимум еще раз рассмотрено и учтено, а не так, что ну, вот, принято к сведению и не более того. Дальше, затем очень важный момент общественно-экологической экспертизы. Как мы знаем, даже если взять порт Приморск, да, сейчас случилась коллизия, когда государственная общественная экспертиза выдала положительное заключение, но ряд не просто разногласий, а настолько вопиющих как бы, случаев некомпетентности в проектной документации экологической экспертизы вот вынудил экспертов общественной экологической экспертизы вот, ну, даже обратиться в суд по признанию, по разногласиям, которые сейчас происходят. И, к сожалению, вот статус общественной экспертизы, вот нам кажется, что он был бы очень эффективным, если бы он имел обязательный статус, и граждане на него не просто имели право, но имели возможность финансирования, так же, как государственная экспертиза финансируется из государственных источников, то также и, поскольку это общественная инициатива, мы тоже, горожане, тоже имеем право на то, чтобы из наших налогов мы могли право заказать независимую альтернативную экспертизу. Вот это было наше предложение. Значит, еще, что еще хочу сказать? Да, по поводу инструментов предварительного мастер-планирования, ну, это для градостроительного сообщества, возможно, как бы, ну, есть такой инструмент перед основным градостроительным проектированием, сделать так называемую предварительную концепцию или мастер-планирование, и вот этот мастер-план сначала обсуждать с жителями, выносить его на публичное обсуждение перед генеральным планированием. Вот это было наше основное предложение, как избежать вот таких коллизий, когда на публичных слушаниях не устраивает проект, который сделан без их участия. Далее, я уже заканчиваю, прошу прощения, что так долго. Вот, конечно, мы просим поддержать непрерывное научное наблюдение, потому что, конечно, вся эта живая территория, берега, его изменения, они сильно влияют и на изменение климата, и на состояние в пределах и КЗС, и за ее пределами. И сейчас, вот, по признанию самого института геологического, который делал нам презентацию по берегам, вот, упомянулась опять Дарья Рябчук, которые почти 20 лет занимались исследованием берегов. Вот, сейчас у них отняты полномочия уже несколько лет, и фактически берега у нас бесхозные, и, как сказать, та структура, которой они переданы, не имеет ни должных специалистов, ни наработанного опыта. А институт, который занимался этим 20 лет, формально не имеет права заниматься, потому что там какие-то коллизии, Роснедра должны заниматься берегами, а вот где, вот, собственно, прошу прощения, водные ресурсы должны водой. И вот это непонимание ведет к тому, что у нас не реализуется программа, схема генеральной берегозащитных сооружений. Вот пример лисьего носа я рассказала, и произошло именно из-за этого, в частности. Ну и вот здесь вот на слайде, который я привожу, здесь как раз преференции, что можно получить с использованием мастер-плана предварительного по береговой зоне. Во-первых, это мастер-планированное является партиципаторным, оно является экосистемным, и в первую очередь, что оно решает, оно в первую очередь картирует все конфликты территории и берегопользователей, которые существуют на берегу.
Вот, и методом научного анализа, экологического мониторинга и парticipаторного участия всех заинтересованных сторон, стороны должны по условиям использования этого инструмента должны прийти к соглашению, да, и город на уровне и муниципалитета, и одной маленькой территории, вот, и гораздо больше должны прийти вот к соглашению, как территорию использовать и, собственно, а не делать это вот как это делается сейчас. Дальше я хочу привести пример waterfront planning. Это еще один инструмент планирования, который применяется, скажем так, ну, на другой побережье Атлантики. Ну, вот конкретно перед вами карта Нью-Йорка и Манхэттена, вы видите, да, несколько карт по использованию берегов. Waterfall planning существует в Нью-Йорке тоже, он возник не просто так, а в 90-х годах тоже на волне, как бы на волне протеста горожан, вот ровно по тем основаниям, которые я вам рассказала, произошли аналогичные конфликты, и город вышел с предложением местной власти разработать вот комплексную систему управления берегами. И вот такие планы были разработаны, и вот здесь вы видите, например, вот на этом слайде карту рекреационной водной инфраструктуры, карту причалов. Представляете себе, у них есть программа по причалам, вот, вот, которая, в принципе, формально в городе тоже у нас есть, но она не реализуется. Есть отдельно вот программа по водному транспорту, есть отдельно вот программа по, не поверите, по вот этим грибным каячным клубам, да, и вот здесь вот маршруты и их стоянки указаны. Вот это вот карта по прибрежным зонам с естественными берегами. Можете себе представить, они все это картируют. Дальше вот я на этой карте вы видите не просто риторический вопрос, а может быть и нет, возможно, действительно на него куда-то будет ответ. Но вот на картинке слева и справа вы видите, справа это, собственно, карта хозяйственной деятельности Финского залива, его берегов, которые сейчас существуют. И вот здесь обозначены и судоходные пути, и места рыбной ловли, и места подводных карьеров, и места водных и водных заказников и прибрежных, и места рекреационной зоны. Вот. Вот, но, как вы видите, все это зачастую конфликтует. И для того, чтобы это было согласие и можно было ограничить права одного вода и берега пользователя для того, чтобы существовали права других, например, горожане имели право на рекреацию батарейная, а не только город или область имели право покрыть там порт. Да? Вот для гармонизации этих конфликтов как бы существует такой инструмент, как морское пространственное планирование, которое делается вместе с береговым планированием, потому что от берега отталкиваются, как правило, да, вот, от Land Sea Interaction. Вот, и вот перед вами вы видите вот пилотный план такого берегового планирования, который сделала наша российская команда, которая, собственно, входила в Треговский международный проект по разработке дорожных карт по морскому пространственному планированию к 2021 году. И вот буквально 12 декабря этот пилотный план был представлен в Российском гидромелодическом университете, о котором я уже рассказывала, где есть кафедра комплексного управления прибрежными зонами уже 20 лет. Вот. И, собственно, вот это пилотный план, который попробовал гармонизировать вот эти конфликты, о которых, по крайней мере, вот в пределах Ленобласти, как бы представив, что вот появилась бы такая возможность. Значит, конечно, что будет дальше с этим планом, непонятно, как его ратифицируют, вот, как по нему начнется работа или нет, потому что, конечно, береговое планирование без морского, ну, это тоже как, собственно, одна нога без другой, да, вот, конечно, все это
нужно делать комплексно, и что ждет нас в будущем, большой вопрос. Вот. Ну, здесь вот приведены как раз вот этапы планирования и морского, и берегового, когда вот сначала мы картируем конфликты, прошу прощения, мы зонируем, как бы, вернее, да, прошу прощения, мы делаем карту конфликтов, вот вы видите, да, пересекающиеся пользования, вот, затем мы, собственно, накладываем их друг на друга, смотрим, как они существуют, и затем, собственно, мы зонируем территорию для того, чтобы каждый пользователь, ну, был учтен, и не только люди и судоходные пути, но обитатели моря, вот, без которых, без экосистем которых все существовать тоже не сможет. Дальше я перехожу как раз вот к слайду, где из конференции, где, собственно, и была представлена дорожная карта в РГГУ, в Гидромеологическом университете, и несколько слайдов из форума стратегов, которые проходили несколько дней раньше, где, собственно, там также эта тема была озвучена. И вот слева и справа увидите карту рекреационной нагрузки, которые делаются отдельно в рамках морского пространственного планирования, и карты чувствительности, биочувствительности для последующего планирования моря и берегов. Вот. Ну, дальше я... ну вот, собственно, я практически все рассказала. Вот. Мне остается вот выразить надежду, что у нас все эти инструменты приживут, начнут функционировать. Вот. И когда-то мы сделаем пилотный план по хотя бы одной-двум территориям, посмотрим, как это работает, может, привлечем балтийских экспертов и начнем что-то делать, поскольку изменения на законодательном уровне это могут произойти, ну, не так быстро, а конфликты у нас есть уже сейчас, и их разрешать как-то надо. На этом я заканчиваю. Все, спасибо за внимание.